До начала строительства крепости в Брест-Литовске насчитывалось около 20 культовых объектов разных конфессий. Старинные монастыри и величественные католические костелы были настоящим архитектурным украшением древнего города. Но всех их постигла незавидная участь. 19 мая 1830 года в Брест-Литовске учреждается временная инженерная команда второго класса, командиром которой назначается инженер-капитан Карл Августович Вильман, георгиевский кавалер-полковник. В приказе о создании инженерной команды ее командиру в качестве первой задачи было указано: по прибытию вашему и прочих чинов в Брест-Литовский предписываю вашему высокоблагородию открыть инженерную команду, на которой возлагается, согласно высочайшей воле, принятие от духовного ведомства военное монастырских там строений, зданий католических монастырей Тринитарского, Августинского, Бернардинского и Греко-Униатского Базилианского, за исключением состоящего при последнем дома Светского уездного училища. Сдать военной инженерной команде, чтобы она участвовала и в оценке как самих строений, так и земель монастырских. Таким образом, все религиозные конфессии Брест-Литовска были упразднены, а их культовые сооружения переходили в распоряжение военного ведомства. И давайте сейчас совершим небольшую экскурсию по крепости, чтобы немного прикоснуться к исторической атмосфере тех далеких времен. Костелы и монастыри располагались практически по всей территории нынешней Брестской крепости. Их состояние, по оценке инженерной команды, было разным. Вот здесь, за главным монументом мемориального комплекса, располагался костел Святой Троицы и монастырь августинцев. Этот монашеский орден в Древней Бересте в 15 веке позвал князь Великого княжества Литовского Витовт. Двухэтажное здание костела располагалось на месте современного Свято-Николаевского гарнизонного собора. В межвоенный период польский архитектор Юлиан Лисецкий перестроил его в костел Святого Казимира, которому постарался придать утраченный облик Августинского храма. Здесь, на этом месте, находился Униатский Базилианский монастырь с Петропавловской церковью. Построили ее во второй половине 18 века на месте деревянной церкви. Во время строительства крепости церковь перестроили в Белый дворец, где разместилось офицерское собрание. В 1918 году именно здесь заключили известный Брестский мир. Однако в годы Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало. В 50-е годы его разобрали на кирпичи. Сохранились лишь живописные остатки фундамента и подземных помещений бывшего Белого дворца. Раньше эту территорию занимал костел Святой Софии доминиканского монастыря братьев-проповедников. Он был основан еще в 17 столетии, а первоначально костел был деревянным, позже каменным. Монастырский храм оказался последним, закрытым во время возведения крепости, поскольку служил парафиальным католическим храмом древнего Брест-Литовска. Однако в 1857 году здание разобрали на строительные материалы. На месте бывшего монастыря была размещена артиллерийская базилианская батарея. Именно в доминиканском костеле прежде хранился образ Матери Божьей Брестской, который сегодня находится в приходском храме на площади Ленина. Здесь, на территории Кобринского укрепления, в первой половине 18 века был сооружен комплекс монастыря Тринитариев с костелом Святой Варвары. На его фасаде красовался символ Тринитариев – фреска с изображением Мавра, удерживающим христианина. Со временем это изображение заменили на католический крест, но просуществовал монастырь не более века. В 1830 году часть зданий частично были заняты постоем. В них размещались лошади полков Литовской Уланской дивизии, а через 4 года бывший Тринитарский монастырь был переделан в казармы военно-рабочей роты, аналог советского стройбата. В следующую субботу я продолжу рассказ о трагической судьбе культовых зданий Брест-Литовска, чьи руины находятся рядом с Вечным огнем Брестской крепости, во что был переделан комплекс бернардинских монастырей и какое отношение к монастырю Бригиток имеет Степан Бандера.